Муравей – это продукт, самый богатый витамином С на всей Земле. Это, конечно, отсылка к Рене Редзепе, человек, который полностью изучил этот уникальный продукт и использует муравья в качестве специи. В наших широтах надо начинать день с муравья, чтобы был супериммунитет. Это так называемая первая сервисная посуда, которая приходит с чистовой мойки, ее переставляют сюда, и дальше она уже выходит в зал. Тут мойка кухонной посуды, кондитерский цех. Все всегда под рукой, все на месте. И так как у нас очень маленький цех, это помогает контролировать количество места. Все шефы, которые к нам приезжают в гости, все от этого просто в восторге. Начинается это вводить на своих кухнях. Он же превращается ночью в пекарской. За неделю я пробовал около 10-12 видов каких-то криспов или хлебов. Все очень фанатичные. Здесь мойка гостевой посуды. Из-за интересного это машинка, которую мы купили специально для наших бокалов. Когда ты достаешь бокал из машинки, его даже не надо натирать. Такое правило. Так как мы меняем меню каждые 3 месяца, а у нас наименование тарелок около 80, то мы не используем посуду предыдущего меню. Не всегда первое придумывается блюдо. Иногда ты берешь тарелку и думаешь, что ты на ней мог сделать. Первичная камера хранения. Все продукты, которые к нам приходят, подписываем. Бокс для шефа, рибай на вырезку. Наш фермер принес нам большой урожай топинамбура. Это моченый крыжовник, 24.08. Последние сборы крыжовника. То есть все обязательно должно быть подписано, чтобы не тратить время на то, чтобы забегать и что-то там искать. Это заготовочный цех. Здесь идет процесс проработки нового блюда от нашей команды. Послезавтра вводятся новые правила. Каждый член команды в месяц должен сдавать 2 блюда. Он говорит о дегустации за 2 или за 3 дня. Через 2-3 дня будет дегустация, надо приготовить. Но это какой-то такой закал. Перевожу хотя бы в письменный вид, пока он только был на словах. По итогам этой дегустации, если блюдо хорошее, концептуальное, философски высказанное, у ребят есть нематериальные премии. Из того, что плохо, это то, что все уже развалилось. Блюдо на тарелке должно выглядеть сексуально до самого конца. Очень важно, когда ты дегустируешь, сначала попробовать отдельно все ингредиенты, чтобы составить понимание, правильно ли были они сбалансированы. Морковь ушла на самый дальний план, курага впереди. Если ты хочешь рассказать о моркови, то сейчас это не получилось. А когда ты берешь кусочек, то очень хорошо играет глинтвейн и борщ. Команда становится все больше и больше, нам надо отбирать лучших кандидатов. Начинают поступать заявки от серьезных профессионалов, то есть люди, которые были раньше шеф-поварами, готовы идти на нашу кухню поварами. В день проходит 2 генеральные уборки. Это после заготовок перед сервисом и после сервиса. Так как наша кухня требует длительной уборки и максимальной концентрации, у нас очень много средств, то есть мы одним средством моем золотые части, другим столы, третьим моем холодильники, полы. Мы сами моем полы. Для меня это очень важно, чтобы ребята ценили труд и ценили то место, где они находятся. Зачастую можно было увидеть, как повар со стола что-то стряхнул и позвал: «Придите, помойте». Как только мы начали делать иначе, когда ребята сами начали мыть, больше такого просто нет. Я вообще считаю, что в ресторане самый главный человек – это мойщица. Когда я стажировался в Лигурии, мы каждые 2 недели меняли свою позицию. Когда я попал на котломойки, я на 2-й день стоять уже не мог. Это настолько сильное впечатление, что когда я вернулся в Россию, я захотел ввести это в своих ресторанах. Не везде это, к сожалению, получалось. Здесь все понимают, что мы делаем стиль, мы работаем в нужном направлении, поэтому у меня особая команда здесь. Им не надо объяснять, почему он должен сам взять и мусор вынести или сам пойти полы помыть. Ужин в нашем ресторане сравним с походом в театр. Мы здесь актеры, и мы хотим, чтобы люди отвлекались на какие-то кухонные шумы и наши разговоры. Поэтому здесь разговаривает только тот, кто стоит на чеках, шеф, либо я, и произносится единственное слово «пора ставить» и сервис. Если что-то кто-то не так положил, или видно, что человек пережаривает что-то, или недожарено, я начинаю очень сильно нервничать. Как повара говорят, Артем может покричать. И не только покричать. Вообще я родом из Казани, из Самоучка. Нигде таких престижных не обучался. В Казани я, наверное, большинство все рестораны пробежал, уже проработал и понял, что там больше ловить нечего, и приехал. Здесь у нас раздача. Плотный сервис работает до 3 человек. Зона гарниров, соусов. Дальше идет зона жарки мяса, овощей и рыбы. Зона холодных закусок. Дальше идет амисбуши. И в самом конце кондитера. Самый последний выходит на арену. И ребята с амисбуши им в конце сервиса помогают. Когда человек выходит в электронном виде и в бумажном виде. То есть бумажный
чек отдается на раздачу, потому что там удобно контролировать то, что отдается и в какой момент ставить. А здесь видно, сколько времени отдается тот или иной курс. Если у тебя сет, то все гости по-разному едят. Кому-то достаточно час для сета, кому-то необходимо 3 часа. Поэтому мы в живом формате, у нас есть вот такая вот история, мы ее называем картой стола. То есть здесь все наше меню. Когда официант принимает заказ, он просто ставит галочку по этой карте стола, дальше работает. То есть у него нет возможности ошибиться, не тратит много времени на забитие чека. То есть поэтому работает официант и тот, кто стоит на чеке. То, что вкусно нам, не всегда является чистой правдой. Поэтому я стараюсь работать в зале и собирать как можно больше обратной связи. Чем критичнее она будет, тем больше шансов у нас в завтрашний день стать чуть лучше, чем мы есть сегодня. Какой бы ты там классный повар не был, или какая бы у тебя там звезда не имелась, очень важно слышать у своего потребителя.